Здравствуйте, приветствую вас на моем канале и предлагаю вам гадание о том, как изменится ваша жизнь за 10 дней. За 10 дней, начиная с момента, когда вы это гадание смотрите. Если вы ждете перемены в жизни, это гадание для вас. Если вы ждете важные новости, это гадание для вас. Перед вами 4 колоды карт Таро, каждая со своим характером и содержанием. Я прошу вас выбрать для себя карты, ответы которых вы хотите услышать. Первая колода карт, здесь это Таро цветов. Обратите внимание, здесь в этих картах нет старших арканов, поэтому они могут быть в своих предсказаниях более сдержаны, чем другие. Далее, царское Таро. Здесь совершенно классический набор, 78 карт. Красивые, вот такие вот позолоченные, достаточно щедрые на пожелания карты. Далее, испанское Таро. Эти карты тоже необычны тем, что здесь как раз старших арканов 2 набора, соответственно, в колоде 100 карт, поэтому они могут быть более восторженными или более экзальтированными в ответах. И всем вам известная колода Таро Кроули, тоже 78 карт, однако интерпретации их могут несколько отличаться от классических. Итак, 4 варианта гадания, 4 вида карт. Пожалуйста, выбирайте. В раскладе участвуют у нас всего 3 карты. Это чтобы нам не запутаться и для того, чтобы предсказание прозвучало емким, но коротким по времени. Итак, 3 карты для вас. Как изменится ваша жизнь через 10 дней? Раз, 2 и 3. Обратите внимание, здесь нет людей, привычных вам изображений. Здесь есть только цветы или цветущие растения на каждой карте. Итак, посмотрим, что же вам достается. Восьмерка Пентаклей. Восьмерка Пентаклей — это совсем не так уж и плохо. Карта прироста. Прироста всего, прироста различных ресурсов. То есть через 10 дней у вас чего-то в жизни, конечно, это то, что вы цените и то, что вы ждете. Вот этого чего-то в вашей жизни будет больше. Денег или здоровья, любви или заботы о себе. Восьмерка Пентаклей говорит, что ваши труды предыдущие или вот нынешние не пропадут даром. И это время будет наполнено возможностями очень удачно что-то выращивать и во что-то вкладываться. Это карта работы, мастерства, ремесла. Поэтому очень у многих появится либо бизнес-проект, либо новая работа. Работа необычная, никакая попала, а такая, на которой можно будет самореализоваться, на которой можно будет или нужно будет учиться, осваивать новые навыки. В целом восьмерка Пентаклей говорит, что вы начнете какое-то дело, не обязательно новое. Возможно, вы вернетесь к прежним отложенным ранее начинаниям. Вы будете очень заняты через 10 дней и будете этому очень рады. И, возможно, это освоение новых знаний. Это такой шаг в нечто не загадочное, но тем не менее очень-очень притягательное для вас. И да, Пентакли — это денежная масть, поэтому и восьмерка Пентаклей говорит о приходе благополучия денежного, материального благополучия. Для многих откроется новый источник заработков. Вот еще что обещает восьмерка Пентаклей. Новый источник доходов. Да, это не пассивный доход, это не подарки неба, но это то, что вы понятно и очень просто своими руками сможете
делать и этим зарабатывать. То есть по восьмерке пентаклей, например, часто у людей хобби и вообще какие-то необязательные занятия превращаются в работу или бизнес и начинают приносить деньги. Это очень хорошая карта, это очень хорошие новости для вас. Карта такая, знаете, спокойная, добродетельная, и она обещает именно покой. То есть нынешние, например, конфликты или сомнения явно через 10 дней не оставят о себе даже памяти. Вы будете заняты, и вам, может быть, даже будет некогда из-за этого. Вы будете заняты и счастливы, и вам будет даже некогда из-за этого о ком-то или о чем-то переживать. Пятерка жезлов в каком-то смысле подтверждает вот указания вот этой вот восьмерки. Она обещает дело, не слишком трудное, но все-таки непростое. Эти ваши занятия через 10 дней будут полны конкуренции, будут полны какого-то конкурса. И вам придется не конфликтно, не агрессивно, но все-таки свои позиции отстаивать. Пятерка жезлов – это карта, которая обозначает любые конкурсы вообще. То есть через 10 дней вас пригласят на конкурс, вам придется с кем-то по-честному конкурировать. Это может быть собеседование о новой работе, или может быть вы какую-то заявку на открытие бизнеса подадите там в какое-то сообщество предпринимателей, где другие подобные заявки будут рассматриваться. Вполне возможно, это ваше обращение в кредитную организацию за кредитом. Это тоже пятерка жезлов, потому что соискатели тоже в каком-то смысле между собой там конкурируют. Тогда вот мы видим, что вы получаете деньги. И пятерка жезлов дает много советов, но советы мы сегодня не рассматриваем, у нас другое гадание. Ваша жизнь, вы сами станете более конкурентными в это время. Да, это споры, это могут быть споры с партнерами по бизнесу или с коллегами, но такие, из которых родится правда, споры здоровые, какие-то необходимые. Мы будем рассчитывать, что пятерка жезлов вам обещает не только конкуренцию и конкурс, но и победу в этом самом конкурсе. То есть вы обойдете конкурентов где угодно. Это может быть какая-то гонка, буквально велогонка для вас, может быть спортивные соревнования, может быть вы на экзамене обойдете конкурентов, поборетесь или с преподавателем, с мнением преподавателя о том, готовы вы или нет. Карта эта очень бодрая, она говорит, так же как и восьмерка, говорит, что вы через 10 дней будете собранными, очень четко будете видеть свои цели, и у вас в жизни не будет места для какого-то, знаете, сомнительного выбора. То есть здесь нет шанса запутаться или ошибиться. Все карты такие, что вы очень точно знаете, что вам делать. Очень точно. То есть в жизни наступает, как минимум, большая-большая ясность. Такое бывает, когда вы решаете, чем заниматься. Например, вы ходите на новую работу, или открываете новый бизнес, или, как я уже сказала, превращаете хобби, какое-то свое занятие в бизнес. Дальше. Паж жезлов. Паж – это все-таки фигурная карта, поэтому паж жезлов – это человек. Ждите через 10 дней человека, очень активного, скорее всего, не близкого к вам, но он посланник с новостью. Это сообщение, письмо, звонок, телеграмма, в которых вас приглашают. Или в которых вам сообщают, что вы победили в каком-то конкурсе, что-то выиграли. Знаете, эти карты немножко похожи даже на обещание выигрыша. Тогда восьмерка пентаклей – это, собственно, сама сумма, те деньги, которые вы выиграли. А жезлы рядом – это сообщение, это известие о вашем выигрыше. Но крупные жезлы, такие фигурные, очень часто обещают все то же самое, работу или какое-то дело новое, или хорошо забытое старое, которое вы теперь решили открыть, потому что прежде откладывали. И
Паж жезлов тоже описывает вас через 10 дней, буквально на пике вашей деловой активности. Паж жезлов обещает поездки, очень активные разговоры, все сплошь о делах. Здесь, наверное, нет места эмоциям и романтике. Хотя тоже, как посмотреть. Паж жезлов говорит о том, что вы постоянно слышите какие-то предложения, какие-то новости. Их может быть множество, но карты про выбор вам не выпадают. Обратите внимание, то есть выбирать не придется. Здесь история, с каким-то уже таким вот решенным вопросом, и здесь идет выбранное направление. Вот эти вот две карты масти жезлов советуют вам в это время, вот в этот период, в ближайшие 10 дней, нигде ни в чем не останавливаться, верить в себя, перед препятствиями не отступать. При этом старайтесь много общаться, потому что где-то среди контактов, близких или далеких, человек с той самой единственной, главной для вас новости. Но не будем исключать все-таки романтическое значение карт, потому что 8 пентаклей, например, обозначает сама по себе серьезные намерения. Серьезные намерения. Поэтому ваша любовная история за это время может превратиться из просто любовной в какую-то семейную. То есть по 8 пентаклей отношения обрастают обязательствами, взаимным уважением и какими-то взаимными обещаниями и клятвами. 5 жезлов, да, собственно, и все 3 карты в таком наборе заверяют вас, что через 10 дней все самое важное и интересное в вашей жизни продолжится, ничего не закончится. То есть ваша жизнь через 10 дней только прирастет, только наполнится и ничем не обеднеет. Спасибо. Да, и еще чуть не забыла. Паж жезлов — это же фигурная карта и обозначает, да, действительно, приход нового человека в вашу жизнь, присутствие, появление нового человека. И паж жезлов — это часто тот самый романтический герой, поэтому вполне возможно вас ждет через 10 дней романтическое знакомство. Да, оно скорее не при самых романтических обстоятельствах случится. Это может быть знакомство на работе или в связи с вашей работой или бизнесом. Однако все равно паж жезлов — это молодой человек, который довольно скоро может оказаться и вашим романтическим партнером. Все пажи в целом Таро обещают знакомство. Обещают знакомство. Вот. Поэтому да, думаю, для большинства это знакомство будет исключительно деловым. Но для кого-то это и шанс устроить личную жизнь. Интересно, что пажи, да, это только новые люди. Речь идет о человеке, имени и фамилии, которого вы вот в настоящий момент, когда смотрите это видео, пока не знаете. И если это знакомство ваше любовное состоится, то отношения практически сразу окажутся вот такими, с серьезными намерениями, с какими-то взаимными, даже более не чувствами, а планами. А 5 жезлов в этом случае говорит, что вам достанется какой-то конкурентная ситуация. То есть это вам достанется молодой человек, какой-то партнер, за руку и сердце или хотя бы за взгляд которого конкурируют многие. И вам предстоит в этой конкуренции всех обойти. И это гадание будет для вас, если вы выбрали карты Царское Таро. Царское Таро. Карты красивые и, насколько я успела заметить, довольно добрые. Раздают часто как полезные советы, так и самые радужные предсказания. У нас сегодня расклад очень маленький, всего лишь из 3 карт.
Для того, чтобы мы с вами не запутались, и для того, чтобы мы сэкономили ваше время, для того, чтобы расклад получился емкий и, тем не менее, по времени короткий. Центральная карта вам выпадает, очень хорошая, очень хорошая. Это карта звезда. Вот посмотрите, рассмотрите эту карту. Здесь, понятно, по иллюстрации имеется в виду звезда Вифлеемская. Что значит карта звезда? Начнем с того, что это старший аркан. Можно предположить, что ваша жизнь через 10 дней действительно сильно поменяется. В вашу жизнь войдет мечта. Это актуально и очень хорошо, наверное, для тех, кто не знает, о чем сейчас помечтать. А для тех, кто ощущает, что жизнь несколько застоялась. Все, что могло, состоялось, что не сбылось, позабылось. И вы чувствуете, что в вашей жизни нет движения, может быть, даже какого-то душевного или духовного порыва. Вот карта звезда как раз привносит в вашу жизнь нечто подобное. Она говорит, что засияет. Вот сейчас жизнь ничего вас никуда не зовет, а через 10 дней засияет. Кто-то увидит цель, у кого-то родится мечта, у кого-то просто рухнут препятствия, и понятнее будет, виднее, ярче свет в конце тоннеля. Карта звезда обещает самый необычный, нетрадиционный, неожиданный выход из самой-самой сложной, запутанной ситуации. А еще звезда, конечно же, это радость. Знаете, такая нежданная, но абсолютно божественная, такая вот чудесная. То есть через 10 дней вы узнаете, услышите, увидите в своей жизни абсолютный свет. И то, что вы представляете таковым, да, абсолютным светом. То есть это может быть сообщение, здесь все специфично, о чем угодно. Это может быть мечта исполниться у вас о вашей работе или будущей профессии. Одновременно мечта рождается и мечта исполняется. То есть в этой карте в одной точке сходятся два этих элемента. Для кого-то это мечта романтическая, встретить, наконец, того самого подходящего человека, с которым можно жизнь прожить. Для кого-то это мечта выздороветь. Да, звезда считается очень многообещающей картой в гаданиях на здоровье. И разные бывают. Может быть, у кого-то мечта исполняется о дороге, а если ее нет, мечта зарождается. То есть мы условно можем вас сейчас разделить на две части, аудиторию на две части. На тех, у кого есть мечта, вот у тех она через 10 дней исполняется. Мечта о новой работе, о новой любви, о новом доме, о новых деньгах, о чем угодно. Если и на тех неизвестно, кому лучше, для кого более оптимистичное наше гадание, и на тех, у кого нет мечты, кто устал от жизни, напрасно чего-то ждать. А тут мечта появляется, то есть вы видите, что открываются разные такие возможности. Это карта большого желания и большого света, который идет изнутри вас. Загадайте желание. Я думаю, что карты могут не только предсказывать, не только давать советы, но иногда, я это вижу, могут исполнять желания. Вот мы говорим о мечте. Скажите, пожалуйста, даже можете вслух сказать, какая ваша мечта? Ну или про себя. А рядом вообще самая оптимистичная из младших арканов карта — 4 жезлов. Ее часто называют малое колесо фортуны, потому что она про везение. Она описывает удивительное, чудесное стечение обстоятельств, которые вы именно описываете так. Повезло, мне ужасно повезло. По этой карте находятся пропавшие вещи и люди. По этой карте случаются свадьбы и просто веселые праздники, какие-то юбилеи. По этой карте, кстати, бывают и дороги, потому что вот здесь этого нет, а в некоторых колодах вот эти вот 4 жезла объединены в оси, то есть они служат осями, такого вот колеса.
Поэтому это все-таки имеет отношение к дорогам карта. Чудесная поездка. Я бы сказала, для вас через 10 дней вас ждет поездка мечты. Может быть на курорт, а может быть в командировку, а может быть по приглашению куда-нибудь в далекую страну к любимому человеку. Конечно, карты эти очень настроенческие. Они говорят, что через 10 дней вы будете смотреть на мир восторженно, намного веселее, чем теперь. Четверка жезлов – это для вас шанс, возможность оказаться в нужное время, в нужном месте. Потому что по этой карте вот все сходится в каком-то таком магическом квадрате. Время, люди, обстоятельства, ваше настроение. И карта говорит, что вы будете веселы и совсем-совсем не одиноки. Это такая карта компанейская. На ней никогда не изображают одного человека. Видите, она имеет отношение к паре. Я не знаю, ну здесь пара скорее дружеская, наверное, имеется в виду. На четверке жезлов всегда как минимум 2 человека изображают, танцующие, радующиеся. Поэтому какие-то очень продуктивные партнерства карта несет. То есть в вашей жизни через 10 дней будет человек или набор людей, несколько, которых вы назовете подходящими и скажете: ах, как хорошо, что ты нашелся, как хорошо, вот теперь будем мечтать вместе. А вот двойка мечей здесь как бы не в тему, она как будто бы против, она более служит предупреждением. Она говорит, что вот несмотря на это исключительно счастливое стечение обстоятельств, на то, что у вас сбудется ваша самая любимая мечта, все-таки вы предпочтете все от жизни не брать. Вот все подарки от жизни в это время не брать. Все-таки вы будете закрытым с кем-то, не со всеми, конечно, но с кем-то вы останетесь неискренними и будете думать. Может быть, карты в таком наборе несколько противоречивы, отражают сложность вашей натуры. Возможно, вот вы такой человек, который не может бездумно радоваться какому-то везению, потому что появляются, вот знаете, такие мысли, что ага, повезло, за все надо платить, сегодня смеешься, завтра поплачешь и так далее. То есть двойка мечей описывает некую все-таки вашу установку и остановку. Вы как будто бы вот это вот все счастье и все это веселье, и эти дороги, и эти знакомства для себя притормозите, предпочтете думать, взвешивать. Посмотрите, вот здесь вот фигура какого-то святого, как на любой карте в этой колоде, и у него в руках весы. Двойка мечей – это карта выбора. Повезло, все исполнилось. Но вы остановились и выбираете. Выбираете, стараетесь не слушать окружающих. И, кстати, из-за этого, из-за того, что вот человек в позиции двойки мечей закрыт и отвергает советы, отвергает помощь, у вас могут портиться при этом отношения с окружающими. Не сильно. Это вряд ли открытый большой конфликт. Но, тем не менее, это ваше молчание порождает чье-то молчание в ответ. В таких картах нет привязки к масти, поэтому я избегаю уточнять, в чем именно через 10 дней ваша жизнь больше всего поменяется. В работе или в любви, в семейной жизни, в деньгах или в быту. Потому что эти карты в целом достаточно про все, но основной упор идет, конечно, на любовь и на встретить подходящего человека. Вот самые подходящие люди, они вот по четверке жезлов в вашу жизнь приходят. И на праздник, на праздники и на дороге. Просто это все может вполне совпадать и совмещаться. Знаете, праздничная дорога или праздник и с дорогой, после которого случается
Дорога – это действительно хорошая карта. Я думаю, что и даже вот ваша такая позиция несколько отторгающая, несколько не принимающая, будет вполне оправданной. Вы возьмете время на подумать, может быть, разобраться. Если мечта исполняется, то думаете, что теперь с таким счастьем делать, куда деньги девать. Спасибо. Если вы выбрали себе эти карты, испанское таро, поздравляю, это действительно достойный выбор. Колода необычная, здесь 100 карт, и есть вероятность всегда того, что в каком-то раскладе, даже маленьком, выпадут две одинаковые карты из старших арканов. Тогда мы будем с предсказаниями нашими особенно внимательны и будем особенно настаивать. Ну, посмотрим. Совсем короткое гадание из 3 карт. Это для того, чтобы мы не запутались, и для того, чтобы предсказание было емкое, но короткое по времени, как период, на который мы гадаем. Ведь мы гадаем всего на 10 дней. Как изменится ваша жизнь через 10 дней. Поэтому пусть и сам рассказ будет коротким. 3 карты для вас. 1, 2, 3. Ну что ж, тоже очень все не пусто, очень все содержательно. 2 старших аркана вам достаются. Это карты Дурак и Солнце. Жизнь-то поменяется. Ну, а начинаем мы с анализа карты, даже, наверное, более с анализа масти. Пентакли, центральная карта у вас Пентакли. Поэтому более ждите перемен в вашей жизни денежной или вообще какой-то материальной. 9 Пентаклей очень материальная, очень дисциплинированная, денежная карта и системная. То есть самая главная новость, которая вас ждет, это упорядочивание вашей жизни в какой-то области, в разных. Ну, в основном в таком порядке нуждаются, естественно, деньги, дела на работе, дела в профессии, какие-то дела в бизнесе. То есть вот через 10 дней ваша жизнь перестанет быть хаосом и вихрем, например, и придет к какому-то очень понятному значению, к понятному какому-то знаменателю. 9 Пентаклей обещает, если вопрос о работе, да, она обещает новую работу, очень спокойную, ужасно постоянную, довольно денежную, и это работа, на которой можно очень долго задержаться. То есть это не временно, это все очень фундаментально, вот так вот серьезно. 9 Пентаклей наводит порядок и в любых других денежных делах. То есть все, что неизвестно сейчас, сбудется, не сбудется, например, дадут вам кредит или нет, выиграете вы какой-то тендер или нет, окупятся ваши вложения или покупки какие-то, будут ли удачными или нет. Здесь приходит ясность. И, скорее всего, ответ на все эти вопросы – да. 9 Пентаклей – это и просто денежный приход, то есть это премия, которая вас поджидает через 10 дней. Это какие-то хорошие прибыли от вашего бизнеса, впрочем, довольно предсказуемые. Здесь нет 9 Пентаклей. Хорошая карта, но в ней нет элемента случайности. Вы получаете то, о чем заранее знали и потирали ручки, то, на что заранее настраивались. Это могут быть деньги от сделки, которые вы получаете, потому что буквально что-то продаете. Или с кем-то сотрудничаете, по договору к вам эти деньги приходят. Вот. Поэтому финансовые гарантии. Через 10 дней ждут вас деньги, финансовый какой-то денежный покой, финансовые гарантии. Пока мы говорим про это. Далее карта Шут, Дурак, говорит, что вы соберетесь в дорогу. Через 10 дней вы будете стоять на пороге чего-то. На пороге новой работы, на пороге нового бизнеса, нового дома или на пороге собственного дома, потому что вы собираетесь куда-то далеко уезжать. Первое очевидное практическое значение карты Шут – это действительно дорога. Видите, что у него, у Шута, соответствующая экипировка. Он
по-дорожному одет, у него тут вещички в мешке, собачку он взял. Правда, собачка на самом деле, может быть, здесь непонятно, она его тянет назад. По классическому сюжету здесь собачка должна зубами за штанину этого шута удерживать. Собачка олицетворяет всех третьих лиц, которые отговаривают вас от этих перемен. То есть вполне возможно, это ваш шаг, переход на новую работу, который выглядит для многих безумием. Тогда есть люди, которые пытаются вас остановить, пытаются как-то вас здесь переубедить. Я вполне допускаю, что через 10 дней мы застанем вас где-то на борту самолета или в каюте парохода, или, что еще бывает, в купе поезда. То есть это будет шаг, может быть, рискованный или легкомысленный с какой-то стороны для вас. Это может быть случайная дорога, очень спонтанная, в которую вы собираетесь. Но солнце. Поэтому спонтанность мы вашу приветствуем. Через 10 дней в вашей жизни наступит какая-то необыкновенная ясность. Это первое значение карты. Все понятно, все ясно. Солнце описывает восход солнца, который гонит тьму и мрак всегда, и сырость, и холод, и наши сомнения. Станет все понятно. То есть через 10 дней в вашей жизни, в вашу жизнь придет свет. Вот буквально так это называется. Все, что сейчас гложет вас, вы сомневаетесь, например, в намерениях других людей, лжет вам кто-то или говорит правду, возьмут вас куда-то или нет, как к вам относится загаданное лицо. То есть много сомнений у вас, как всегда в нашей жизни. Через 10 дней этих сомнений не будет, потому что взойдет солнце, и каждый уголок вашего сознания, подсознания осветит. В данном случае что такое солнце? Какая здесь идет ассоциация? Солнце – это информация, понятно. Это информация абсолютно проверенная, которой можно доверять и которая вот разгоняет мрак из вашей души. Это может касаться ведь и личной жизни, подозрения. Если вы подозреваете вашего партнера, например, в неверности или неискренности, то через 10 дней вы устыдитесь своей подозрительности, вы скажете, ну что же я так, потому что, понятно, что на самом деле все хорошо. Но второе значение карты Солнца еще более оптимистичное. Солнце – это счастье, да? Ресурсы, но это одно и то же с точки зрения вот человеческой этики, морали. Для нас ресурсы – это, собственно, и есть счастье. То есть вместе с Солнцем приходит самое желаемое и самое искомое в вашу жизнь. Приходят деньги, потому что рядом девятка пентаклей, очень денежная карта. Приходит здоровье, приходит любовь, приходит… Что еще может быть? Самореализация, просто ощущение счастья, иногда даже про которое непонятно откуда оно берется. То есть через 10 дней вы будете счастливы. Вот представьте. Может быть, вы счастливы и теперь, вот сегодня, когда смотрите гадание, но тогда через 10 дней вы будете еще счастливее, на порядок, и вам ваша жизнь будет еще понятнее. Поэтому карты прекрасны. Я даже какие-то очень бытовые, вот знаете, бытовые сценарии вижу в этих картах. Например, шут, девятка пентаклей и карта Солнца. Это внезапная поездка. Просто вы, когда вы срываетесь и за один день решаете куда-то поехать, поездка в теплые края, на курорт. Вот Солнце, это же еще и буквально жара. А почему вы так внезапно собрались? Потому что появились деньги. Потому что вам премию хорошую дали, и вдруг разрешили одновременно отпуск взять. Ну, что ж зря время терять. Карты очень хорошие, оптимистические, такие вдохновляющие. Они настраивают и вас своеобразно, они и вас настраивают на вот такой вот лад, на немножко наивное, по-дурацки видение мира. И здесь совершенно нет каких-то советов придерживать чувства или эмоций, бежать от людей или
подчиняться обстоятельствам, вы должны быть легки на подъем и должны приветствовать жизнь во всех ее проявлениях. Если ваш вопрос про любовь, то тоже для вас хорошие новости. Посмотрите, вот этот нулевой аркан, карта Шут. Ведь это 0, это нулевой километр, и начальная отметка, из которой все растет, вот все произрастает, в том числе и романы между людьми. Считается, что по Шуту к вам приходит вот та самая безуминка, с которой правильная любовь и начинается. А по сценарию, который описан классиками много, любовь начинается с безумия, с потери себя, когда уходит почва из-под ног. Вот у Шута, обратите внимание, здесь ведь правильно нарисовано. Видите, у него под землей не коричневое, а голубое. То есть мы предполагаем, что это не земля, это либо вода, либо воздух. И потерять голову от любви, это тоже карта Шут. Но вы не потеряете голову, но вы не потеряете себя, потому что роман, вновь начавшись, и ваши вот эти вот чувства будут очень счастливыми и скоро приведут к какому-то идеальному результату. Солнце описывает отношения между двумя людьми, в которых нет недоверия. Это отношения, в которых вы даже не думаете о том, чтобы заподозрить в чем-то друг друга. И, конечно, девятка пентаклей. С одной стороны, да, ее иногда называют картой холостяков и старых дев, и убежденных холостяков. Но вот в таком соседстве девятка пентаклей говорит, что безумная любовь, тем не менее, будет очень иррациональной тоже. И между вами и этим новым человеком, а может быть хорошо забытым старым, будут серьезные намерения и даже какой-то взаимный расчет. Вот так. Спасибо. Если вы выбрали карты Таро Кроули, я понимаю и разделяю ваш выбор. Это очень известная колода Таро. И эти карты любят давать очень точные ответы на вопросы и часто не жалеют вопрошающего. Я заметила по опыту личных персональных гаданий, что колоду Таро Кроули выбирают люди, жаждущие правды, люди, которые отказываются от ношения розовых очков, имеют критическое мышление и во всех случаях хотят глубоко разобраться в ситуации. Наше гадание совсем короткое. Это будет расклад из 3 карт. Это будет расклад из 3 карт. Потому что, во-первых, мы не хотим запутаться. Раз. Потому что мы экономим ваше время. 2. И потому что мы экономим ваше время. 3. Да, мы гадаем совсем на короткий период, это 10 дней. Как изменится ваша жизнь через 10 дней. Поэтому и пусть гадание тоже будет коротким. Отличные карты. Во-первых, изменится, потому что расклад открывается старшим арканом. А старшие арканы как раз описывают самые глобальные, самые радикальные перемены в жизни. То есть что-то изначально крупное, заметное. Карта императрицы действительно хорошая, счастливая и ресурсная, содержательная. Карта императрицы говорит, что в вашей жизни через 10 дней будет чего-то много, чего-то больше. Императрица – это богатство, это здоровье, это счастье, это любовь, это влияние, в конце концов. Императрица часто обещает карьерный рост, карьерную лестницу, какую-то новую должность. Императрица также обещает приход денег, выгодную сделку или повышение зарплаты, или нахождение новой работы, на которой тоже можно зарабатывать больше, чем прежде. Императрица – это еще и карта разных женских дел и разных женских желаний. Если это не грубо прозвучит, то через 10 дней, говорят карты, вы будете себя
более чувствовать женщиной. Карта описывает, предсказывает вам перемены в женском статусе. Кому-то наступление беременности, кому-то замужество, а кому-то просто предложение о браке или любовь, влюбленность, но с далеко идущими планами и намерениями. Императрица имеет отношение еще к такой женской области жизни, как мода, наряды. То есть через 10 дней вас, возможно, ожидает шопинг и какие-то серьезные вложения в себя, покупка, обновление гардероба или посещение дорогостоящих спа-процедур, поездка на какой-то курорт, который тоже специфику имеет такую женскую, от лечения женских болезней до похудения, какие-то похудательные практики. Императрица говорит также, что через 10 дней вы будете ощущать себя красивее, наряднее, чем теперь. Ну, и соответственно, богаче, счастливее и здоровее. То есть понятно, что в вашей жизни через 10 дней ничего не убавится, а все только прибавится. Ну, вы разбогатеете, а уж чем именно разбогатеете? Здоровьем, любовью, ребеночком внутри себя или новой должностью, это частный случай. Смотрите, что вам больше нравится. Рядом тоже женская карта – это королева пентаклей или королева дисков, как она здесь подписана. Это снова женская фигура. И для начала это снова вы. Королева пентаклей – денежная женщина, практичная. Она говорит, что через 10 дней вы будете заняты соображениями самой простой, реальной и практической выгоды. То есть ваша жизнь через 10 дней практически вот эмоций как таковых, эмоциональной жизни лишена. Вы занимаетесь практическим делом, работаете или строите дом, сажаете сад, или выходите замуж с точки зрения карт. Замужество – это тоже пентакли, это очень практическая часть жизни. Королева пентаклей – это карта жены в колоде Таро. То есть хлопоты жены на вас выпадают, роль жены. Кто-то вас зовет замуж, кто-то вас вводит уже в новый дом, и вам приходится хлопотать по хозяйству, и в то же время получаете вы какие-то права, требования. Королева пентаклей в любом случае всем женщинам, зрительницам обещает большую уверенность в себе. Вернее, в будущем, скорее так. В себе вы и так уверены, иначе бы вы эти карты не выбрали. А в будущем, то есть, например, на работе с этой картой у вас стабилизируется зарплата, стабилизируется доход. Если был до этого испытательный срок, и вы, например, имели оплату какую-то премиальную, то здесь вас берут уже на полный гарантированный оклад по трудовому договору, бессрочному. Королева пентаклей интересна тем, что она без сомнения, без страха смотрит в будущее. То есть приходит какой-то покой, удовлетворенность. А с чем приходит покой в нашу жизнь? Ну, как правило, именно с деньгами, с материальными ресурсами. Поэтому карты могут вам описывать завершение денежного проекта, тревожного до этого, а тут вам предстоит успокоиться. Это выгодная сделка, вот она завершается у вас. И вы расслабляетесь, хвалите себя, понимаете, что теперь вы на иных позициях, вы более авторитетная, уважаемая и больше имеете каких-то гарантий в жизни. Естественно, и королева пентаклей, и императрица – это женщины, имеющие вес в обществе или в отдельно взятом трудовом коллективе. Поэтому нет, эти карты напрямую карьерного роста и новой должности не обещают. Я бы сказала, что речь более идет о неформальном каком-то авторитете, о возможности кого-то учить, быть наставником на работе, например, наставничество идет по таким картам. Вы королева пентаклей, вас слушают или слушаются. И это укрепление позиций на всех фронтах, в том числе и на фронте, конечно, романтическом. Потому что
императрица и королева Пентаклей, это, да, я уже сказала, это жена или женщина уже с правами жены, но это еще и женщина, которая может выбирать, принимать решения, которая может распоряжаться судьбой любовных отношений. То есть, если вы сейчас откровенно в слабой позиции в вашей любовной паре, например, и не знаете, продолжается у вас роман или нет, нужны вы вашему избраннику или нет, важно ли ваше мнение и ваши поступки или нет, то через 10 дней вы будете это знать, вы будете ощущать себя вот такой императрицей на троне. И, кстати, королева Пентаклей сидит на троне. То есть, понимаете, трон здесь образно, аллегорически, это ваша ценность, значимость ваша для данного конкретного человека. Вот. Поэтому что-то или кто-то вас убедит в большей вашей значимости именно как женщины. Как женщина-матери, кстати, мы здесь напрасно упускаем материнство, потому что императрица – это еще и мать. Женщина-мать, мать семейства. То есть вас ждут какие-то именно материнские, родительские радости или решения и признание того самого родительского авторитета. Это может быть какой-то крупный подарок от вашего уже достаточно выросшего ребенка, который вам там на день рождения дарит машину и говорит: мама, спасибо, что ты меня таким вырастил. То есть вот через 10 дней у вас какая-то удивительная уверенность в своей женской ценности, в своей женской значимости. Ну и в человеческой, естественно, тоже я сказала, что тут и профессиональный авторитет, и авторитет в бизнесе идет. И как бы закрепляет результат двойка Пентаклей. В таком соседстве она всего лишь говорит, что у вас на все хватит. Вот именно так она говорит. Вас на все хватит. Или у вас хватит времени на все справиться. Карты ответственные. То есть через 10 дней мы вас застанем очень занятой. С разных сторон. На работе, в семье, в любви и так далее. А двойка Пентаклей как раз спешит вас успокоить. Времени хватит на все. Сил, здоровья, улыбки, вашей душевной щедрости тоже хватит на все. И еще двойка Пентаклей – это легкая и легкомысленная карта. Она говорит, что через 10 дней вы не только собой будете вот так как-то особенно гордиться, но вы еще и будете, вам будет весело. Вот, это веселая карта. Ко многим ныне гнетущим вещам уже через 10 дней вы будете относиться значительно проще, со смехом. Ваши напрасные нынешние страхи уйдут, и вы более легче будете отпускать из жизни, отпустите то, что не сбылось, или то, что не дается пока в руки. Знаете, когда в руки многое дается, то много можно и отпустить, вы понимаете, да? То есть многое можно забыть, что не сбылось. А вот двойка Пентаклей, такая немножко суетливая карта, динамическое равновесие она называется. То есть вот ваша жизнь при всей ее ценности будет еще и какое-то динамическое, то есть это поездки, разговоры, знакомства, смена нарядов, но и она будет при этом очень подвижная. Эта карта, еще называют ее два дела или две работы. Кстати, вторая работа, но очень денежная может у вас появиться. Может быть, какой-то второй источник доходов, тоже через работу заработанный. Второе дело. То есть вам судьба через 10 дней предложит вот какую-то вторую роль. Вторую, соответственно, значимость, вторую дополнительную, как нагрузку, так и дополнительные источники. Источники для денег, для радости, для вдохновения. Спасибо. И тоже не обошлось без постскриптума. Королева Пентаклей и императрица – это может быть еще одна женщина, которая появляется рядом с вами и помогает вам жить. Это наставница или добрая коллега на работе. Это какая-то полезная, практичная подруга. Это может быть новая женщина или та, которую вы уже знаете. И
тогда это тоже радостные новости для вас, потому что здесь есть такая уверенная и состоявшаяся вы, а судьба вам предлагает в пару какую-то похожую женщину с похожими планами, похожими намерениями, с которой вы, естественно, усилия можете объединить. Творческие, ну, не романтические, такие, наверное, не объединяют, но творческие или трудовые усилия можете объединить. Тогда мы видим здесь пару, две женщины. Вы и ваша надежная подруга или наперсница вполне вас достойны. А двойка пентаклей здесь — это как раз пара. Двойка пентаклей здесь подтверждает, что вы с этой женщиной для какого-то дела, для какого-то приключения или для какой-то авантюры составляете очень достойную и очень ценную пару. И такое партнерство успешное, удачное и, судя по всему, равное не надо упускать.